Аллилуйя, братья и сестры! Наконец это свершилось. Мне удалось пройти все элитные уровни Kingdom Rush, только лучниками, на уровне сложности ветеран, и, как обещал, достигнув отметки в 1000 подписчиков, я могу рассказать тебе, как именно это было. Путь был долгим и непростым, 14 основных элитных компаний и 3 чудесных уровня, подаренных нам талантливейшим игровым сообществом в виде дополнительной мини-компании. Сам проект занял очень много времени, и огромная благодарность и низкий поклон всем тем, кто дождался этого самого момента. Поддержите мой скромный монстрический канал своей подписочкой и щедрым лайкосиком под видео, ну а я начинаю. Правила довольно просты. Уровень сложности ветеран, баланс, ребаланс, доступны все герои, использовать могу только стрелковые башни Reborn мода. Если с основной частью игры все понятно, там уровни идут последовательно друг за дружкой, то с элитными у меня возник вопрос. С какого именно уровня начать свое вещание и каким закончить? И тут, друзья, на помощь мне пришел наш с тобой ранжир уровней, который мы составляли вместе еще при царе Горохе. Начнем с левелов категории Б, постепенно добираясь до уровня S+. Именно поэтому первым в моем списке будет Ротвик. Держать оборону на данной локации довольно удобно и по-спортивному интересно. Одна точка для защиты и несколько выходов врагов. Есть приятный пятачок, соединяющий все пути движения врагов, где можно разместить основную огневую позицию и смело удерживать оборону. Особенно в самом начале игры, где на наши укрепления движется жуткий спам скелетов и зомби, практически не дающих золотишко за все наши старания и труды. Особенность уровня — это разбросанные по карте мусорные и костлявые говнокучки, откуда периодически спавнятся зомби и скелетоны. Но основную угрозу создают облезлые крысы, разносчики чумы и другой заразы, крысолаки, мерзкие твари, отравляющие нам жизнь, и, конечно же, вульфы. Куда ж без них? Но благо нет летунов, что странно с учетом безграничной любви разрабов к этому типу врагов. Так как сдерживающей силы в виде казарм у меня нет, я решил воспользоваться услугами Лесного Братства при поддержке Алерии Стреловей. Виноградные лозы, приправленные стрелами с отравляющим эффектом, чудесный рецепт борьбы с данным типом врагов. Как итог, уровень пройден на 3 звезды без потери жизни, что открыло мне путь к следующему уровню мини-компании Проклятие замка Блэкберн под названием Древний Некрополь. Этот этап мы также отнесли в категорию Б, хотя, честно признаться, тут намного жарче и сложнее, чем в Ротвике. В отличие от предыдущего уровня, в этот раз нам предстоит оборонять сразу 2 точки, расположенные параллельно друг другу. Усложняет процесс находящиеся близко к флажкам кучки скелетов и зомби, за которыми также надо постоянно следить. Но основная изюминка данного левела — это новые актеры нашего с тобой представления. Отродье, гнусный гигантский голем, собранный из говна и палок, а точнее из изувеченных частей тел множества существ, обладает довольно высоким уровнем здоровья и неплохим ударом. Скорость движения довольно низкая, но при этом жутко воняет и при смерти взрывается, отравляя все вокруг. И если с этой тушкой справиться не так и сложно, то падший рыцарь компенсирует все с лихвой. Этот испорченный рыцарь обладает неплохим здоровьем и 90% магической броней. Ты скажешь: чувак, так в чем проблема? Ты играешь с лучниками с физуроном. Проблема в том, что после смерти они превращаются в призрачных рыцарей и становятся полностью невосприимчивы к физическому урону. И когда они появляются вместе, это создает мощную и безумно раздражающую комбинацию. Ну и конечно, не забываем про зомби, скелетов и хорошо нам знакомых некромантов. Тут я тоже решил покуражиться и для прохождения использовал уровневую башню Фронтирса, лучников легиона, под покровительством самого зажигательного героя игры Игнуса. Как итог, уровень пройден на 3 звезды, потеряв всего 1 жизнь. Ну а теперь мы отправляемся в Тихолесье, один из самых живописных и довольно простых элитных уровней, которые мы определили в категорию Б. Тут мы встречаем хорошо знакомых вульфов, варгов, бандитов, разбойников, мародеров и даже горгулей. Есть, конечно, и свои монстры в виде разрушителя с 90% магической броней и высоким уровнем здоровья, но особенно налетчики, обладающие хорошим здоровьем и 95% физической броней, а также владеющие навыками дальней и довольно болезненной атаки.
На прохождение данного этапа я вновь снарядил Игнуса и решил использовать лесное братство с их отличной способностью сдерживать толпу и отстреливать врагов ядовитыми стрелами. И волшебных лучников, которых я лично очень обожаю, которые также хорошо контролируют толпу и обладают способностью наносить магический урон по площади благодаря взрывающейся стреле. По итогу уровень пройден на 3 звезды со всеми сохраненными жизнями. Дальше по списочку первый уровень категории А. Морозные вершины. Холодный, суровый и беспощадный, кишащий троллями-чемпионами под предводительством своих вождей. Каждый враг этой локации, помимо свирепых зимних волков и горгулей, имеет способность к регенерации, что добавляет остроты прохождения данного левела. Но особенность морозных вершин — это их география с гладким, словно стекло, ледяным катком. Именно по этому катку весело скользят тролли-следопыты, которых невозможно остановить в момент скольжения, но можно нанести урон. А еще тут обитают тролли-штурмовики, обладающие высоким уровнем здоровья, 60% физической броней и сокрушительным уроном по площади, с высочайшей регенерацией. Казалось бы, как вообще возможно выжить в таких суровых условиях? И я могу ответить на этот вопрос. Прекрасная и морозная снежная королева Элора и всего, друзья, на минуточку, 3 башни мушкетеров с их чудеснейшей способностью One Shot, One Kill, способны остановить толпы врагов и позволить пройти морозные вершины на 3 звезды без потери жизни. Увлекательнейшая прогулка. Следующий, довольно мрачный и непростой этап на землях Блэкберна — гибельные топи, также категории А. Тут все начинается стандартно и обычно. Мы имеем одну точку для защиты, множество путей движения врагов, которые чудесненько соединяются в удобном перекресточке, где отлично держать и укреплять оборону. На прохождение этого уровня я пригласил принцессу Алерию и лесное братство. Первая волна атак представлена спамом уже знакомых нам врагов. Зомби, отродья, вульфы, скелеты, гигантские крысы и крысолаки. Ничего особенного. А вот дальше болотце начало демонстрировать свой скверный характер. Из своего скворечника начала вылетать мерзкая черная карга. Зомби сменились быстрыми вервульфами, способными к регенерации, а отродья уступили место оборотням. Могущественным воинам, превращающимся в ужасных зверей и обладающим высокой скоростью и регенерацией. Но как ни парадоксально, именно стрелковые башни идеально подходят на прохождение этого уровня, так как основная масса жирных врагов имеет магическую броню и совсем никакой защиты от физического урона. И все же в самой концовке 2 оборотням удалось проскочить, но это не помешало пройти уровень на 3 звезды. Еще один уровень категории А — это руины Акарота, захваченные ордами гоблинов и орков под предводительством и грозного вождя Гултака. Уровень довольно удобный для постройки мощной обороны и удержания позиций. 2 точки выхода врагов, которые отлично простреливаются мушкетерами. Флора и фауна здесь безумно разнообразны. На данном этапе мы повстречаем гоблинов, орков и огров, вульфов, варгов и горгулей. Надерем жопку оркам-чемпионам и всадникам на варгов. Но самой незабываемой будет встреча с лесным троллем, обладающим сумасшедшим уровнем здоровья и хорошей регенерацией. К тому же эта тушка отнимает сразу 10 жизней. Прикинь, Карл, пропустить 2 таких увольня и можно начинать игру сначала. Благо есть гарнизон мушкетеров. Но я решил развернуться чутка шире и для прохождения этого уровня использовал не только классические башни первой части, а еще костлявых метателей. Форт арбалетчиков, темных лучников, одолжил башенку, пока Везнан не видел, и метателей топоров. Это был захватывающий поединок. По итогу руины Акарота были очищены от присутствия немытых орков. Уровень пройден на 3 звезды с сохранением всех жизней. Завершает цикл уровней категории А грибной лес. Основу данного левела составляет мерзкая шелуха и злобные поганки гнилогрибы, обладающие средней скоростью и довольно невысоким уровнем здоровья. Добавляют огоньку нашему грибному пати ядовитые твари, порождающие детенышей мутантов, имеющих иммунитет к яду. Но все же основную угрозу таят в себе порочный древень, безумно душный враг, обладающий 80% физброней, а также болотная тварь с довольно высоким уровнем здоровья и мощной дальней атакой. Ко всему прочему, финалом данного пути станет босс-файт с грибом-переростком-дрожжевиком. С учетом большого количества мелких врагов, я решил использовать пару башен Гоблерана.
А против более мощных болотных тварей и древней я использовал тотем слабости метателей топоров, что позволило наносить врагам значительный урон, при этом ослабляя последних. Ну а для большей уверенности и хорошего контроля я установил пару башен мушкетеров и лесного братства. Руководил процессом Игнус, лучший грибник королевства. Результат – победа и 3 звезды в общую коллекцию. А мы переходим в лигу повыше, уровни категории S. И начну я, пожалуй, с огненной ямы. Уровень довольно интересный своей географией и расположением точек для постройки башен. Защищать необходимо только один выход и всего 2 зоны спавна врагов. Казалось бы, что тут сложного и что тут такого особенного? Все дело в местной фауне. Первые волны порадуют нас уже знакомыми демонами, адскими гончими и бесенками. А уже на 4-й волне земля под ногами начинает гореть. В буквальном смысле этого слова. И чтобы сохранить герою жизнь, лучше долго не стоять на этой сковородке. Одной из новинок данного уровня будут шустрые и дерзкие флорионы, швыряющие свои фаерболы куда попало. А под покровительством владыки демонов они становятся еще более опасными. И все же основная угроза исходит от веселых армрестлеров-гулеймонов, мощных качков с зубочисткой в руке и маленькими крылышками, и легионов, имеющих 80% физ-броню и обладающие способностью себя клонировать. А финалом всего этого представления будет бой с первым и, пожалуй, самым мощным мини-боссом всей франшизы Цербера, который имеет 80% физ-броню при очень и очень высоком уровне здоровья. И уж поверьте, задобрить этого пёселя кусочком свеженького болина, которого я взял на прохождение уровня, никак не получится. И все же, благодаря все тому же набору башен в виде гоблерангов, мушкетеров, лесного братства и метателей топоров, мне удалось пройти уровень на 3 звезды, сохранив все жизни. Дальше предлагаю переместиться в более живописные и цветущие места, а именно в логово бандитов. Это следующий этап после Тихолесья. Тут хозяйничают все те же знакомые нам бандиты, разбойники, мародеры, налетчики и разрушители. Правда, добавляются еще и паучьи матриархи. Финалом всего этого представления будет сражение с амбалом, медленно катящимся на своей золотой тележке тупо по прямой. Но на самом деле мысль о легкой прогулке является ошибочной. Уровень имеет 2 точки для защиты и 3 зоны выхода врагов. Разнообразие, огромное количество и наличие физической брони у тех же налетчиков создает постоянное давление на нашу оборону. Монетки фармятся намного медленнее скорости движения самих врагов. Я не стал выдумывать велосипед и решил пойти по классике. Установил несколько башен лесного братства для контроля толпы, поставил пару башен мушкетеров для отстрела жирной дичи, несколько метателей топоров для ослабления врагов и на закуску поставил пару башен волшебных лучников. Под четким руководством Игнуса мне удалось пройти этот уровень на 3 звезды без потери жизни. И если ты думаешь, что все вышеперечисленное было сложным, ты глубоко ошибаешься. То были цветочки, ягодки начинаются только сейчас. Из детской песочницы мы перемещаемся в город Лазагон. Первый левел мини-кампании Reborn мода под названием «Яростное нападение». Уровень представляет собой зеркальный вариант классического Лазагона в Vengeance. И поверь, играть даже всем подбором башен очень непросто. 2 точки спавна врагов и 3 зоны с флажками, которые нам необходимо защищать. Для общего понимания, уже на первых волнах начинается лютый спам гоблинов, шаманов, вульфов под жестким прикрытием гоблинов-бомбардиров. За ними устремляются вперед хоб-гоблины и настоящий рой горгулей. Ко всему прочему, мы впервые встречаем проклятого шамана, который имеет силу и знание хилить своих союзников и создавать для них щит. И весь этот беспредел происходит уже на первых 5 волнах, а уже на 8-й волне появляется одна из основных моих проблем – хоб-гоблин-щитоносец. Данный враг обладает высоким уровнем здоровья и имеет иммунитет к физическому урону в момент нахождения за щитом. Отличной контрой были бы мушкеты, но это довольно дорогой ресурс, и я решил использовать костлявых рыцарей, которых мне щедро спавнили костлявые метатели. И пока костяные мешки держали строй, Эмбер выжигала всех, кто попадался ей на глаза. Дожив до 10-й волны, мы сталкиваемся с шустрыми и дерзкими всадниками на волках, которые при встрече с союзными юнитами ускоряются и не могут быть остановлены.
После полученного урона хоб-гоблины спешиваются и уже в рукопашную продолжают давить мою оборону. Построив еще несколько башен метателей и волшебных лучников, поставив парочку мушкетеров, мне удалось держать финальную навалу гоблинской орды и пройти уровень на 3 звезды, не потеряв ни единой жизни. А следующий этап под названием Серебряное озеро и вовсе мне помог затащить новый герой мода Дракон Теней Пенумбра. Честно сказать, не уверен, что смог бы пройти этот левел каким-нибудь другим героем. На данном этапе имеются хитрые кустики, откуда периодически будут появляться враги. Поэтому я также решил оставить данную мне уровневую башню пехоты для защиты тылов. Чтобы осознать весь масштаб хардкора данного этапа, уже на 3-й волне появляются проклятые шаманы и первые гоблины-щитоносцы. А на 4-й волне массово бегут за свежими пирожками всадники на волках. И впервые появляются гоблины-копейщики с дальней и довольно болезненной атакой. Как вы понимаете, выстроить толковую оборону к 4-й волне – это задачка со звездочкой. Именно в таких ситуациях герой решает. На 8-й волне ко мне во двор опустились ворота, открыв еще одну зону спавна врагов, и толпой повалили щитоносцы. На 9-й волне появился еще один летающий враг с легкой физброней – гоблины на воздушном шаре. Скорость невысокая, но здоровье немного имеют. И вот все это вышеперечисленное без остановки, в неограниченных количествах, постоянно угрожало моей скромной обороне. И когда я уже думал, что смог отбить весь этот мощный вражеский натиск, из-за угла вышел вождь Хоб-Гоблин с высочайшей физической броней, уроном по площади и внушительным здоровьем. Пришлось применить весь имеющийся ресурс в виде лесного братства, костлявых метателей, форта арбалетчиков, волшебных лучников и метателей топоров. По итогу мини-босс повержен, а уровень пройден на 3 звезды без потери жизни. Ну а теперь, мой дорогой друг, одевай подштанники и теплые ботиночки, набирай грелку и запасайся терпением. Мы отправляемся в холодные и морозные земли, где первой нашей остановкой будет Платохокрас, следующий этап после морозных вершин. Правителем здешних земель является могучий, величественный, непобедимый обладатель самого мощного щита королевства Улгукхай. Сам уровень условно можно представить как 2 параллели, пересеченные по центру ледяной дорожкой с небольшим островком. Именно такое расположение формирует аж целых 3 точки для защиты и также 3 зоны спавна врагов. Тут мы повстречаем всех знакомых нам персонажей, от троллей и троллей-чемпионов до троллей-штурмовиков и троллей-следопытов. Именно за последними особое внимание, так как позволив им проскочить остров невезения по центру, от потерянной жизни спасет только чудо. Именно поэтому костяк обороны формируют лесные братья со своими колючими лозами. Дальше располагаются гарнизоны мушкетеров и волшебные лучники. Для большей пикантности под конец соорудил еще и одну башню золотых лучников. Во главе моей обороны шустрый и уворотливый змей Вайпер. Именно он будет сдерживающей силой самого босс-файта, так как Улгукхай может получать урон только с опущенным щитом. Уровень безумно сложный и труднопроходимый, но мне все же удалось заполучить заветные 3 звездочки на ветеране, не пропустив ни единого врага. Стряхнув снег с ворота дубленки, я отправился в гости к королеве-паучихе Сарельгаас, в ее мрачное и леденящее душу логово. Этот уровень поистине адски сложен. Эти земли – настоящее пристанище всех павших воинов всех предыдущих сражений. Тут мы повстречаем троллей и их вождей, некромантов, темных истребителей, темных рыцарей, гаргулей, всадников на ракете, вульфов, варгов и зимних волков, огромных йети и, конечно же, мерзких пауков и паучьих матриархов. Ко всему прочему, на огонек заглянут и многотонные детеныши Сарельгаас. В прохождении данного этапа я себя не сдерживал. Взял свеженькую героиню Эмбер Крокотоловну, разместил несколько гоблерангов под покровительством лесного братства, расставил на позиции мушкетеров и поставил башенку метателей топоров для большей уверенности. Особенность босс-файта этого уровня – враги не исчезают после гибели своего предводителя, поэтому концентрация была до последнего моба. Финалом этой прогулки стала победа и 3 заветных звездочки у меня в кармане. Ну а теперь к самому вкусненькому. Уровни тира S+, самое лютое, самое сложное и самое незабываемое. И для начала предлагаю посетить Гнилой лес. Наверное, самый душниловский уровень всей франшизы.
Боже, какая все же чудесная игра, что не левел, то вкуснятина. С одной стороны, даже хорошо, что не использую казармы, так как на этой локации есть гнилое озерцо, как в грибном лесу, откуда при гибели союзного юнита спавнятся шкуры, а если погибнет голем, так вообще появится болотная тварь. С другой стороны, тут такой поток мобов, что сдерживающая сила просто must have. Шкуры, горгули, адские гончие с демонами и их вождями, даже ядовитые твари, все это шелуха по сравнению с душными древнями и болотными монстрами. А тут этого добра просто завались. К тому же в определенный момент древние начинают рандомно спавниться где захотят, и даже практически у самых флажков. А то, что творится на финальном босс-файте, кроме как марафоном на выживание, сложно назвать. Появляется гнилоствол, дерево-переросток в сопровождении своей свиты. Так еще и раскидывает по всей карте свои говношарики слизи. Хорошо, что я подготовился. На прохождение уровня я взял нового героя Дракона Теней Пенумбру. Застроил карту лесным братством, метателями топоров, мушкетерами, волшебными лучниками и даже позвал на помощь целый форт арбалетчиков. И только благодаря всему этому арсеналу мне удалось преодолеть и это препятствие, пройдя уровень на 3 звезды, не потеряв ни единой жизни. После этого я задумался, как мне выжить в пандемониуме, где будут 2 лютых цербера под предводительством своего хозяина Молоха и всей той адской пехоты, что будет пытаться меня унизить. И как ни странно, оказалось даже легче, чем я думал. Карта богата своей флорой и фауной. 2 основных выхода врагов плюс адский портал у ног владыки ада, откуда роятся демоны и их вожди, легионы, флорионы, гулеймоны, ну хоть покемонов тут не встретишь. Те же церберы, адские гончие и бесенки. Вроде никого не забыл. Руководить всем этим оркестром я взял Они с иммунитетом к взрывному характеру демона. Ну и конечно за его шуструю манеру ведения боя и мощную харизму. Активно застроил небольшой островок, практически у самых флажков. Конечно же взял лесное братство, метателей, парочку башен мушкетеров и арбалетчиков. А еще пригласил на пиршество скелетиков, как отвлекающий маневр и некую сдерживающую силу. Все это помогло мне дожить до финального босс-файта и справиться с Молохом. Уровень пройден на 3 звезды без потери жизни. Выдохнув немного, я переместился обратно на мертвые земли лорда Блэкберна. Уже с самых первых волн ты понимаешь, что в гости тебя не ждали. Огромные крысы, крысолаки, скелеты, зомби, мерзкие отродья, оборотни и вервульфы, падшие рыцари и их призраки при поддержке ведьм с воздуха. Еще и этот постоянный вой вервульфов, мурашки по коже. Ну и конечно же финал. Появление самого хозяина этих чудесных пустынных земель, лорда Блэкберн. Кстати, в Реборне лорд Блэкберн превращает юнитов в скелетиков. Круто, что я не играл казармами. А еще лорд Блэкберн станет башней, и делает он это с размахом, блокируя одновременно до 8 башен и оглушая на пару секунд героя. Кстати, на прохождение я взял своего любимчика Игнуса. Как же я был близок к провалу. Практически у самого выхода удалось победить босса. И как же чудесно, что вместе с ним погибают и все его падшие подданные. Тяжелейшая победа. 3 звезды без потери жизни. И меня ждал ужасающий финал. Последний уровень мини-кампании «Яростное нападение». Ух, парни тут реально постарались, создавая эту ловушку для ничего не подозревающего путника. И тут я реально застрял. Я не знаю, сколько раз я пытался пройти этот уровень. Все мимо. Раза после 5-го я перестал считать. И все же я не сдавался. Не знаю точно, сколько времени у меня ушло на прохождение этого этапа, но я все же дождался своего звездного часа. Благодаря молитвам, жуткому везению, чьей-то матери и лютейшему микроконтролю, сохранив всего лишь одну единственную жизнь, мне удалось пройти этот уровень. Я использовал все, что у меня было. Основу моей обороны, как это ни странно, составили башенки из Ведженса. Отдельная благодарность отцу-основателю данного мода Максу Спрингеру, который посоветовал использовать темных лучников и их ваншотить. Тут было все, от гоблерангов до костлявых метателей. В бой шло все, что только было под рукой. Как итог, уровень пройден на 1 звезду с сохраненной 1 жизнью. Простите за мою несдержанность, очко в конце так сжалось, что стало размером с ушко самой маленькой иголки. И все же, друзья, победа.
Это было одно из самых увлекательнейших моих путешествий. До этого я успел пройти лучниками все уровни Альянса, как основную кампанию, так и все элитные уровни. Я прошел лучниками основную кампанию первой части игры, но такого хардкора у меня еще не было. Друзья, надеюсь, вам тоже понравится этот марафон. Ты не забудешь поставить лайк под видео и подпишешься на канал. Я действительно старался и вложил всю душу в это прохождение. Еще раз спасибо всем за поддержку и за твои чудесные комментарии. Это был незабываемый опыт. А сколько всего интересного еще нас ждет впереди? В ближайших планах реплики башенок Ведженса и активно приступаю к разбору на молекулы Kingdom Rush Frontiers. Может, тоже установлю какой-нибудь интересный мод. Посмотрим. А на этом, друзья, я буду прощаться. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.